Всем привет! Сегодня я отвечу на один из самых популярных вопросов на моих трансляциях. Как забрать всю руду с разогнанной установки 3-го уровня на богатом месторождении. Если вы противник модов и негативно реагируете на любое действие, недоступное в оригинальной версии игры, то ответ будет короткий – никак. Сейчас в игре нет такого способа. Однако мы можем скачать мод на нестандартные конвейеры, который легко решит этот вопрос, или поступить немного иначе. Судя по всему, в будущем нам не светят ленты 6-го уровня, и вместо этого мы получим дополнительный выходной порт на 3-х буровых установках. Точно так же в свое время был переделан промышленный контейнер, и у него появились дополнительные порты. Но если открыть меню строительства и посмотреть картинку в описании этого контейнера, мы все еще можем увидеть его оригинальную модельку. А теперь давайте посмотрим такую же модельку 3-й буровой. Я думаю, мы получили достаточно подсказок, чтобы понять, к чему все это в итоге придет. Сегодня я вам расскажу, как подключить вторую ленту к буровой установке и забрать с нее всю добываемую руду. Причем это подключение продолжит работать, даже если вы выключите моды или они у вас сломаются при переходе на новую версию игры. Итак, все, что нам нужно, это разблокированные 3-й буровые установки, ленты 5-го уровня и мод Micromanage. С помощью этого мода можно двигать постройки по карте и делать всякие интересные штуки. Устанавливаем буровую на богатое месторождение, разгоняем, подключаем первую ленту в стандартный порт и строим наращиваемую стойку для второй ленты. Теперь нам нужно с помощью микроменеджера выделить буровую зеленым маркером, а подключенную к ней ленту красным. Все горячие клавиши указаны на планшете слева. Открываем меню мода и нажимаем кнопку Disconnect Anchor Output from Target Input. Этим действием мы отключим ленту от буровой и освободим ее выходной порт. Дальше нам понадобится обычный конвейерный делитель. Устанавливаем его в любом месте, выделяем этот делитель зеленым цветом, а буровую установку красным. Открываем меню и нажимаем кнопку Move Selection from Anchor to Target. Делитель перемещается на координаты буровой, и нам остается немного подкорректировать его положение. Для этого я меняю размер шага на метровый. Зажимаем клавиши Ctrl и Alt и нажимаем клавишу I, пока на планшете не появится надпись Huge. Теперь я подгоняю делитель в то место, где хочу получить дополнительный порт, а потом вытаскиваю его из буровой на 4 шага в сторону. Это нужно сделать, чтобы коллизия буровой установки не мешала подключить ленту к этому делителю. Скорее всего, после 5-го апдейта можно будет обойтись без этого действия. Также двигаем на 4 шага конвейерную стойку и подключаем к ней ленту. Теперь нам нужно выделить буровую установку зеленым маркером, а делитель красным, и нажать в меню кнопку Connect Anchor Output to Target Input. То есть мы с помощью мода соединяем выходной порт буровой установки и входной порт делителя напрямую, без использования конвейерной ленты. А так как порты сами по себе не имеют ограничений по пропускной способности, все, что добывается на месторождении, будет сразу попадать в делитель. Дальше нам нужно таким же способом подключить нижнюю ленту к делителю. Обратите внимание, что в этот раз источником будет являться делитель, а потребителем лента, поэтому зеленый маркер ставим на делитель, а красный на ленту и нажимаем кнопку Connect. Теперь, когда все подключения сделаны, можно вернуть делитель на место, вместе с лентой и конвейерной стойкой.
Вот и все, мы получили две ленты 5 уровня, подключенные к буровой установке через делитель. А так как делитель делит поток руды на равные части, на каждой ленте мы увидим ровно 600 руды в минуту. Эти соединения и перемещения, которые мы сделали с помощью мода, сохраняются в сейве и относятся к стандартным внутриигровым элементам. Поэтому даже если мы удалим все моды и зайдем в игру, ничего не сломается и не сместится. В будущем, когда у нас появятся легальные дополнительные порты на буровых, нужно будет просто удалить делитель и переподключить ленты. А вся логистика от месторождений до потребителей у нас уже будет подготовлена. Этот способ коннекта анкера и таргета также прекрасно работает с трубами. Можно делать порталы из гиперлупа гораздо быстрее и проще. Мы просто устанавливаем два входа в гипертрубу в нужных местах, а потом соединяем их с помощью этого мода. Больше не нужно загружать сейф в интерактивную карту и возиться с координатами. А у меня на этом все. Спасибо за просмотр. Поменьше бомбите в комментариях. Приятной вам игры. Пока.